Если не слушать тренера и уступать сопернику выигрышную позицию, это, считай, уже почти победа. Но самое главное ее удержать. То это вполне может закончиться сломанным носом. Такая история как раз приключилась с хирургом в 4-й серии «Борцовского клуба». В первых сериях этого документального проекта мы также узнали, что Акоп Степанян пока никак не может выбраться из полосы неудач. Он проиграл 2 своих крайних боя в Беллатор, но руководители промоушена дали ему еще один шанс. За что мне дают еще шанс? Ну, значит, так надо. А Дмитрий Невинный, наоборот, выигрывает бой за боем и готов побороться за место в сборной города по боевому самбо. Держать! Держать, держать! Готов, сейчас болячку будешь. Ради будущих побед наши герои готовы на многое. Не верите? Посмотрите в 3-й серии, как живет Вася Пальёк, и никаких вопросов больше не будет точно. Правда, на ринге у Васи получается пока не все, и он готов свалить часть вины за это на своего тренера. Я перегорел. Ты еще, знаешь, начал так, типа, чемпион, все дела. Не, ну он чемпион, что? Чемпион же. А ведь тренер, он как отец и готов помочь своим ученикам даже в самых щекотливых ситуациях. Ты теперь становишься на мужчину похож. На настоящего борца. Вот теперь можно его поздравить с борцовским крещением. Ну вот уже надавилось, видишь, нормально. Лучше уже. Так бывает. Хорошо, приготовились. И теперь продолжаем бой с тенью уже, как вы хотели. Вперед, троечка, назад, троечка. Вперед, троечка, назад, троечка. Поехали, начали. Они всегда ждут новый день, потому что новый день дарит новую тренировку. А это не только шанс стать лучше, но и повод встретиться со своими друзьями. У каждого своя удобная троечка или двоечка. Выкроив секунду, малыш показывает хирургу ноющее колено. Вот тут болит? Да. Это мышца. Это мышца, подколенная мышца. Да просто нужно дать покой пару недель ноге и все. Акоп обсуждает с тренером детали своей подготовки к предстоящему бою. На тренировке собрались практически все наши герои. Даже Вася, несмотря на сломанное ухо, уже в строю. Барабанная дробь. Подожди. Вот. Нет, потому что я выкачал его. По плану сегодня работа в стойке. Смешанных единоборств, если вы успеваете быстро думать, интуитивно, да, то вам достаточно для победы даже небольшого арсенала, по идее. Если у вас он большой, это хорошо, но даже небольшого. И часто бывает так, что в боях хорошо выигрывают, которые КМС там по борьбе, и там три удара каких-то знают, и все, и они сочетают вот эти знания, вовремя переключаются в борьбу. Если вот вы это ловите, этот момент, это самое главное. Для этого мы сейчас и будем соединять. Начнем сейчас с простого. Начинаем на печень, двоечка. То есть, вот да. И вот пошли, да, вот движение так работает. Нога, бам-бам, ответка, бам-бам-бам. Сейчас так, пока такую двоечку, потом усложним и так далее. Потом уже с проходами будем делать. Поехали. Итак, связка показана, и ученики приступают к отработке. Но это только начало, и тренер готов усложнить задание и добавляет удар коленом. А почему бы и нет? Главное, чтобы сопернику было как можно тяжелее. Не ждем, когда он пройдет, а как бы на него напрыгиваем. То есть работаем. Печень, да. Не изгибайся сам специально. Просто стой как бы нормально. То есть он защитился раз, он защитился два, он защитился от бокового три. И потом я сразу же на него бам. Да, и он как бы ставит руки, чтобы не получить. Новое задание для группы – закончить отрабатываемую связку проходом в ноги.
И, естественно, для своего самого титулованного ученика персональное задание. Нога, руки, руки, это проход. Или руки, руки, нога, рука, автомобиль, проход. Такой, сам, своей интерпретацией. Акопу осталось не так много времени до того момента, когда ему вновь придется выйти в клетку Беллатора, и тренер старается уделить ему дополнительное внимание. Чтобы руки, ноги обязательно все время были. Чтобы ты не по раздельности работал. И вновь тренер усложняет задание. Двоечка. Делаем вид, что проходим, он уходит немножко. И мы встречаем его, как бы продолжаем его лепешкой. Опять. То есть, если мы сейчас сделали раз, да, проход, то сейчас он как бы уходит от прохода, и мы его догоняем. Парни, стоп, хорошо. Смотрите, вы делаете проход, многие из вас, псевдопроход. Вот такое движение головой и думаете, что вам поверит соперник. Если вы делаете проход в ноги, то вы должны вот прямо вот нагнуться. И тогда бить или нагнуться этой и этой ударить. А вы делаете что? Как будто он все уже проход должен. Почему он должен вам поверить в это? Дима старается четко следовать указаниям тренера. Последний турнир по боевому самбо показал, что тренироваться малышу нужно гораздо больше. Дмитрий Невинный принял участие в чемпионате Санкт-Петербурга по боевому самбо. Победа в этих соревнованиях обеспечивает попадание в сборную города и участие на чемпионате России. Пошел! Свой первый бой на этом турнире малыш провел уверенно. Готов, сейчас болячку будешь. Мог бы выиграть быстрее, чем выиграл, но соперник оказался парнем крепким. Победа. Чистая победа. Все. Все. Так а время? Оценка? Почему 2 балла-то? Теперь нашего героя ждет финальный бой. Невинный Дмитрий, лидер спорта, Зажитов Сергей, спортивный клуб «Спарта». Судя по началу боя, соперник малыша настроен очень серьезно. Но чтобы остановить Диму на его пути к победе, таких аргументов недостаточно. Пока этот поединок во многом похож на первый. Дима проводит удержание, зарабатывает 4 балла, а потом заканчивает этот поединок так, как хотел, но не смог закончить первый – нокаутом. 3 минуты 2 секунды победил Невинный Дмитрий. Стал чемпионом. Теперь, что, можно сказать, поздравить Диму, он теперь в сборную города попал, поедет на чемпионат России по боевому самбо. Внимание! Молодец. Через 5 минут там чемпионы и Плохо, призеры обидно, что меня не слышал. построятся перед пьедесталом. Форма одежды, красные куртки. Никакой другой. Однако эта победа не повод расслабляться. Самое сложное только начинается. Впереди участие в национальном чемпионате, а на России порой выиграть тяжелее, чем на чемпионате мира. Но малышу повезло. Рядом с ним всегда тренер, готовый поделиться своими знаниями, и друзья, которые поддерживают его как во время соревнований, так и на тренировках. Да и родители Димы с детства поощряли его увлечение спортом. А вот и Акоп. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно хотел с вами познакомиться. Взаимно. Это Сергей. Очень приятно. Приятно. Сергей. Заходите. Мы тут немножко с камерой. Убедить своих родных в том, что бои — это добро, получается далеко не всегда. Я настаиваю, что
не пошел в дзюдо. Вот. Я всегда Вот. сказала, что не надо. Вот. Вот. И из нас больше она, да, противилась. я боялась, думала, все. Не знаю, куда. Я думаю, такой родитель нету, чтобы таким страшным боим вот это как присутствует, вот они делают, это уже как бы радовались. Нету такие родители, я думаю. Родителей Акопа можно понять. Думаем, здесь с ними согласятся близкие всех чемпионов, какими бы непобедимыми они ни были. Но все-таки без поддержки семьи бойцу выступать очень тяжело. Главное, чтобы все еще здоровы. Да, Руки, самое главное. голова, все. Богу молимся, чтобы... Скажи свое мнение на этот счет. Что Да. нельзя думать о травмах. Ну да, не, на самом деле мысли материальные. Надо думать не о том, что ты не хочешь, а о том, что ты хочешь. И надо думать не о травмах, чтобы их не было, а думать о здоровье, чтобы оно было. А травмы даже пропускать мимо, потому что на самом деле мысли материальны. А еще я хотел сказать, что ну, вот по поводу боев вы сказали, мы не хотели, чтобы он дрался, конечно. Вот у каждого человека, на самом деле, в жизни своей есть мечта. Ну, правда. И ребенок, когда рождается, становится уже более взрослым. Его мечту надо уважать. Она может быть безумной любой. Вот его мечта для вас может быть немножко безумна. Но это его мечта. Однако сам Акоп, несмотря ни на что, продолжает идти к своей мечте и отдает тренировкам максимум времени. Уход из позиции сбоку – это одна из проблемнейших позиций, когда спортсмен находится в такой позиции. Это, можно сказать, проигрышная позиция, поэтому из нее лучше уходить. Это постоянно надо делать, постоянно, чтобы навык был такой, когда в бою окажешься в такой ситуации, чтобы не терялся. Но несмотря на тренировки, Акоп находит время, чтобы поддержать своих товарищей. Вот и на этот раз он пришел поболеть за малыша на турнир по грэпплингу. Кстати, для малыша грэпплинг в диковинку. Дима классический ударник. Перед тем, как прийти в зал к Сергею Никитину, он 14 лет занимался кикбоксингом. Поэтому во время турнира нет-нет, да и замахнется, чтобы нанести пару завершающих ударов. Но все обходится без происшествий. И малыш, одержав 3 победы, становится победителем первого в своей жизни турнира по грэпплингу. Первого, но по заявлению тренера, не последнего. Ну, приятно, конечно. Мы сейчас приняли решение просто выступать на всевозможных турнирах по грэпплингу и по джиу-джитсу, в основном без кимоно. Ну что же, поздравляем Диму с удачным дебютом. Отлично! Победная серия малыша продолжается. Вчера потренировались в воскресенье. Я после работы поздно встал, уже побежал туда на тренировку. Мы с Ваней, там Ваня у нас такой, наверху тренирует, в качалке работает. Он в прошлом боксер, так что он иногда нас тренирует, помогает нам в подготовке. Он дает физические нагрузки жесткие с железом. Пока еще до Нового года можно грузить себя железом, то есть надо поднимать физику в основном. То есть поэтому я как бы через день хожу на самбо, тренируюсь. Вот, понедельник, среда, пятница, получается, мы больше работаем там на технику, на скорость, на выносливость. А вот вторник, четверг и воскресенье я в основном хожу в качалку, то есть гружусь железом и тому подобное. Свой крайний бой Вася проиграл. Иногда он жесткий. Но незадолго до этого на турнире «Колизей. Малая арена» он заработал себе бой на главном шоу этого промоушена «Колизей. Новая история». С одной стороны, круто, но с другой, тот бой был хоть и победным, но особо удачным для Васи не стал, да он и сам понимает это. В первые минуты, когда бой начался, я
то есть у нас был один план на бой, что я буду работать на дистанции и в партере, то есть среднюю дистанцию я буду избегать и ближнюю дистанцию. Но получилось так, что парень вообще вышел с жестким настроем таким, то есть он меня, в прямом смысле, он меня чуть-чуть подавил, то есть типа мне не удавалось делать план на бой, то есть я что-то чуть не то делал. Вот, и поэтому в конце уже сообразил, что надо делать. Я уже видел вот эти все его удары, коряги, вот боковые он заряжал нормально. А против него надо было прямыми работать, то есть прямыми ударами ногами, типа, и прямыми руками встречать. А я почему-то боковыми накидывал, еще хуже с задней ноги. То есть с задней ноги, когда бьет, ты знаешь, сокращаешь дистанцию. Это еще помогало ему, поскольку у него база бокс. Вот, я неправильно подошел к бою. Довольно-таки. В конце более-менее сообразил, что надо делать, и там нырнул под руки. Так коряво, но нырнул как-то под руки. Да, победа спорная. Я даже вот читал комментарии к этому, и там многие люди говорят, что вот парню повезло, там и так далее. Пускай считают, я не хочу ничего говорить наперед, то есть дальнейшие бои все покажут, то есть, сейчас что-то глагольствовать, то, что я такой сильный, что я... Да, реально, в стоке я бы ему проиграл, да, факт. Хотя у меня база ударка, но в стоке я бы ему проиграл, поскольку я перевел его в партер, и я занял там доминирующую позицию, у меня было больше шансов уже, разбить его, и все так и случилось. У него тоже не хватило умения вырваться, я же тоже там далеко не идеальный партеровик. Вот, поэтому, сейчас большая арена все покажет, и я сейчас готовлюсь серьезно к этому бою. Осознает Василий и свою главную ошибку, приведшую к поражению на турнире ID MMA. Начинал карате, там, как говорится, руки вот так. И у меня это уже на моторике. То есть, если я сознательно, если я думаю, то я перекрываю всегда, я работаю так. А когда уже, после нескольких ударов, у меня руки реально опускаются. Надо мне контролировать вот это. Есть плюсы опущенных рук, есть минусы, Плюсы в том, что человек просто не видит, откуда летит плюха, откуда летит удар, и легко обороняться от проходов. А минусы то, что у тебя голова открыта. Вот. При том, что у меня голова открыта, надо просто бороду не задирать. У меня тоже дурная привычка, когда человек сближается на ближнюю и среднюю дистанцию, я задираю бороду. Обычно так я и выхватываю. Сейчас для Васи главная задача – это исправить недочеты техники, приведшие к поражению. Но вот получится ли это у нашего героя, мы узнаем в следующих сериях борцовского клуба. Также впереди вас ждут тренировки бойцов в тренажерном зале. Я считаю, что это очень важно именно для физической силы, которая нужна именно в борьбе. И вести со съемочной площадки, где неожиданно оказался Сергей Никитин.